Уважаемый господин ведущий, уважаемые дамы и господа, чем было Московское совещание? Завершением или началом? Была надежда, что логичным завершением мрачной эпохи большевизма и началом подлинно демократического будущего страны. Увы, как мы все теперь видим, к лучшему с тех времен в области прав человека ничего не изменилось. Ни в мире, ни в ОБСЕ, ни в России, в которой теперь говорить о правах человека даже как-то неприлично. Почему стало возможным Московское совещание и человеческое измерение СБСЕ в целом? Представим себе атмосферу тех лет. Ведь это были годы настоящей революции сверху, снесшей, как тогда казалось, почти все мифы, стереотипы и механизмы тоталитаризма. Им на смену пришли плюрализм, права и свобода личности, верховенство закона, демократические институты. Окрепло правозащитное движение. В частности, это нашло отражение в проведении параллельных мероприятий общественности в рамках человеческого измерения. Идея общеевропейского совещания по правам человека в Москве была импровизирована, выдвинута осенью 1986 года моим отцом на заседании Политбюро при обсуждении директив советской делегации на Венской встрече СБСЕ. Это, казалось бы, чисто дипломатическое мероприятие в действительности было направлено на коренное переустройство общества. Что и как в этой связи происходило в Москве и в Вене? В Москве буквально единицы, даже в министерствах и ведомствах, знали, что уже к тому времени был взят четкий курс на трансформацию страны в демократическое правовое государство. Московскому совещанию в этом отводилась важная роль. В Вене это предложение было встречено Западом как минимум скептически. Как это? Тоталитарный, повсеместно нарушающий права человека Советский Союз претендует на проведение такого мероприятия? Западные делегации на нас давили, не понимая, что именно этого мы и добивались. Наша делегация запрашивала согласие на очередную «уступку» в кавычках. Мы из Москвы его радостно давали, предварительно это согласовав, конечно, с министерствами и ведомствами, которые, конечно, не понимали, что им это придется выполнять. В чем заключалась внутренняя работа по подготовке Московского совещания? У СССР было больше 60 обязательств по международному праву в области прав человека. Кстати, все они сохраняют силу и теперь. И по всем грубые нарушения. Это была, казалось бы, неподъемная гора законотворческой работы. А решилось все быстро и просто. Одним коротким решением Политбюро о том, что Венский документ имеет прямое действие на территории страны. Впрочем, например, разработка и принятие законов о выезде-въезде, о религиозной свободе, об отмене политических статей Уголовного кодекса длились годами. Демонтаж советского тоталитаризма был связан с немалыми рисками и проходил, как говорится, с тяжелыми боями. Мои коллеги и я подвергались давлению и шантажу.
иногда чреватыми самыми серьезными, в том числе физическими или уголовно наказуемыми рисками. Не могу сказать, что нашим очевидным противником был КГБ, хотя, конечно, он за этим стоял. Зачастую наиболее яростное и эффективное противодействие оказывалось руками, например, Министерства юстиции, обороны, внутренних дел и даже здравоохранения. Далеко не все это давление смогли выдержать. Мы прикрывались решениями Политбюро или указаниями Шеварднадзе, которые сами и готовили. И, конечно, все позитивные изменения стали возможны благодаря их безусловной поддержке Горбачевым, Яковлевым и Шеварднадзе. Случилось так, что Московское совещание косвенно сразу стало одним из основных направлений моей работы в МИДе. Вплотную подготовку к нему мы начали осенью 1990 года. На основе составленного нами наброска того, что могло бы войти в московский документ, мы инициировали консультации с представителями дипломатического корпуса в Москве. Вопреки всем правилам, мы этот текст ни с кем не согласовывали, основываясь на том, что он имел неформальный характер и был помечен как «no paper». Там, в частности, содержалась наша ударная мысль, которая в перефразированном виде вошла в московский документ. Я цитирую. Государства-участники подчеркивают, что вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного порядка. Они категорически и окончательно заявляют, что обязательства, принятые ими в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. Конец цитаты. В связи с этим положением московского документа вспоминается, что буквально за день до начала совещания мой тогдашний шеф, помощник Горбачева Черняев, собрал у себя в кабинете всю свою группу для того, чтобы его исключить из разрабатываемого проекта. Я не сдержался и весьма недипломатично высказался не только по существу, но и по форме. На следующий день Черняев передал мне поручение Горбачева быть на совещании, чтобы там все было в порядке. Слова Горбачева приведены дословно. Так что именно Михаилу Сергеевичу мы обязаны успехом совещания. Но это был небольшой штрих к тому, что и как происходило в Кремле. Изменилось ли что-то со времен окончания Московского совещания? Да, и далеко не в лучшую сторону. Механизм человеческого измерения не работает. Сама ОБСЕ теряет вес и влияние. Этому есть несколько причин. Одна из них – нежелание ряда членов ОБСЕ
выполнять обязательства этой организации и отсутствие механизма действенных санкций против нарушителей. Россия отказывается вести диалог по правам человека. Более того, грозится выйти из ОБСЕ, если она по-прежнему будет их акцентировать. Что касается Запада, у меня, да и у многих других, не может не вызвать недоумения его нежелание идти на осложнение со страной, открыто рвущей с основными принципами СБСЕ, ОБСЕ. Простите, разве можно согласиться с тем, что России якобы неприемлемо то, что принял коммунистический СССР, причем еще в 1975 году в Хельсинки, в период застоя? В результате, даже на языковом уровне, не говоря уже об уровнях логическом и политическом, случился казус. Необязательное обязательство. Насколько мне известно, сие есть нечто беспрецедентное во всей истории цивилизованных межгосударственных отношений. В этой связи встают извечные вопросы. Кому это выгодно и что делать? На первый из них ответ кажется очевидным. Выгодно тоталитарным и авторитарным режимам, презирающим людей и их права. К сожалению, Россия играет здесь решающую негативную роль. Но это выгодно и другим. Не буду перечислять страны и режимы, они хорошо известны. Но разве можно сбрасывать со счетов интересы бизнеса и криминалитета? Слабость, некомпетентность и недальновидность многих политиков тоже играют злую шутку с ОБСЕ. Второй вопрос, что делать, чтобы вернуть жизнь человеческому измерению ОБСЕ, несколько сложнее, но тоже разрешим. Для этого, как минимум, необходимо надо знать историю СБСЕ, ОБСЕ, ее документы и принципы, а похоже, что они мало известны даже многим из тех, кто определяет политику этой организации, и, конечно, видеть цели и задачи ОБСЕ. Плюс к этому понимать, что диалог ведется не ради него самого. Это было бы бессмысленно, а для решения проблем и достижения определенных целей. А цель СБСЕ, ОБСЕ четко определена изначально. Это обеспечение безопасности и сотрудничества государств-членов. Человеческое измерение является их неотъемлемой частью. Кстати, многие успехи общеевропейского процесса были достигнуты путем следования незамысловатой цепочки. Конфронтация, компромисс. Когда же компромисса не удавалось добиться, никто этого не скрывал, а виновные становились известны общественности. Думаю, у нас существует достаточно возможностей, чтобы по меньшей мере реанимировать интерес к ОБСЕ общественности и средств массовой информации, чтобы донести до всех, что обязательства надо выполнять или выходить из соглашений,
как бы они ни назывались. Если это произойдет, правительствам придется с этим считаться даже просто для того, чтобы избежать срама. Благодарю за внимание.